поисках избавления от бессонницы Дэвид перепробовал все возможные варианты. Врачи были бессильны, а медикаменты и народные средства давали лишь краткосрочный эффект, который не улучшал состояние Дэвида. Когда отчаяние достигло своего пика, он встретился со старым знакомым, который в какой-то момент увлекся древними практиками для поддержания духа и тела. За чашкой зеленого чая, выслушав рассказ Дэвида, Самаил, немного подумав, посоветовал ему поискать что-то в глубокой сети. Так, например, он рассказал, что на Аркануме он точно сможет найти то, что поможет избавиться от недуга. Снабдив Дэвида инструкциями по поиску этой лавки в глубокой сети, Самаил попрощался со стремительно собирающемуся домой Дэвиду, а затем долго смотрел ему вслед с легкой улыбкой. Придя домой, Дэвид по записанным на салфетке инструкциям зашел на Арканум. Долгие часы он безуспешно искал снадобье на просторах Дипвеба, когда, наконец, сквозь сигаретный дым он не обратил внимания на статью об экстракте черного лотоса. Просто из праздного интереса, пройдя по ссылке, он нашел то, что так долго искал. Лучшее средство от бессонницы. Из побочных эффектов ненадолго появилось высыпание на коже. Продолжаю лечение. Очень довольна. Сплю как младенец. Никогда так хорошо и долго не спал. Прочитав множество положительных отзывов, Дэвид без лишних раздумий оформил заказ. С улыбкой он откинулся в кресле, предвосхищая избавление от недуга. Всего несколько дней, и этот кошмар закончится. Закрыв глаза, он погрузился в короткую, но приятную дремоту. В дверь квартиры постучали. Дэвид с нетерпением подошел к источнику звука и посмотрел в глазок. В коридоре никого не оказалось, поэтому он выглянул наружу. На пороге лежала маленькая черная коробочка. Оглядевшись по сторонам, он быстро поднял ее и закрыл входную дверь на замок. Сев напротив компьютера, он раскрыл посылку. На дне лежал красивый стеклянный флакон. По короткой инструкции, сделав раствор, он выпил его. Буквально через пару минут он почувствовал, как веки стали тяжелеть. Не веря своему счастью, он лег на кровать. «Сегодня я усну». Была уже глубокая ночь, когда кто-то нажал на ручку входной двери. Но Дэвид, находившийся в объятиях Орфея, не услышал этого. Спустя неделю Самаил решил позвонить и справиться о здоровье знакомого. Рассыпавшись в благодарностях, Дэвид позвал мужчину посидеть в кафе, чтобы отблагодарить того за чудесное избавление от мучившей его проблемы. С удовольствием согласившись, Самаил предложил увидеться в тот же день в центре города. Сиявший от счастья, Дэвид рассказал про чудесный экстракт черного лотоса, который без ложной скромности спас его жизнь. Сказал, что врачи не давали положительного прогноза, давая ему не больше месяца. Но теперь все в прошлом. К сожалению, средство не обладало накопительным эффектом, поэтому пить его приходилось каждый день. И только два побочных эффекта немного докучали Дэвиду. По всему телу пошла небольшая сыпь, а сон с каждым днем становился все длиннее. Но разве это может сравниться с тем, что недуг отступил? Поинтересовавшись первой датой приема экстракта, Самаил посоветовал пить мужчине больше воды, так как в большинстве случаев это помогает при лечении экзотическими средствами. Немного еще посидев и поболтав, они попросили счет и стали собираться. Когда Дэвид удалился в туалет перед дорогой домой, Самаил незаметно залез в его сумку и вытащил оттуда ключи, чтобы сделать с них слепок. Пожав руки, они разошлись по домам. Шли недели. Сыпь на коже Дэвида становилась более бугристой, а сон все более длинным. Порой он спал по 2-3 суток, без оглядки на будильники или звонки коллег. Конечно, это привело к проблемам на работе. Его отправили в бессрочный неоплачиваемый отпуск. Верное, кажется, решение отказаться от приема экстракта вызывало в нем ужас. Долгие годы мучений закончились, теперь это все позади. Сутки сна превращались в недели, а сознание становилось все более мутным. Кожа от отсутствия солнечного света сильно побледнела, а мышцы без движения стали совсем рыхлыми. Однажды ночью ключ в замочной скважине повернулся, и входная дверь открылась. Самаил вошел в комнату и увидел спящего Дэвида.
Его тело было полностью покрыто цветками лотосов. Самаил достал ножницы и, переодев перчатки, стал аккуратно срезать нежные благоухающие цветки. Воздух наполнился причудливым терпким ароматом. Закончив со сбором урожая и бережно сложив его в рюкзак, Самаил бросил взгляд на безжизненное тело Дэвида. Пожав плечами, с грустной улыбкой, он вышел из квартиры, накинув черный капюшон. Thank you.